Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же появится в вашей жизни? Новое или бывшее? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Для записи на личные расклады, либо же на диагностику негатива записывайтесь, телефон под описанием к видео, либо же в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Знаете, вот сказать, что у вас так много счастья и радости в жизни, я однозначно не могу. Особенно это проигрывается, скорее, наверное, в последнее время. У кого-то это месяцы, у кого-то это годы, поскольку общий расклад. Когда-то у вас была совершенно другая жизнь, другая от слова совсем другая, да? Настолько был кардинальный такой переворот в вашей жизни, переворот, начиная от сознания, заканчивая вот какими-то внутренними ощущениями, да, переворот всей вашей жизни. У кого-то даже распорядок дня поменялся. Давайте уточним, с чем это связано. Конечно же, это связано с женщиной, это связано с разрушением, да, отношений, либо же с разводом, которые вы очень тяжело переживали. У кого-то здесь может проиграться магия, что вас развели именно с помощью магии, да, вот есть человек, который очень сильно хотел вас развести и своего добился. Опять же говорю, что это общий расклад, поэтому проиграется у некоторых. Настолько вы тяжело это все переживали, причем, знаете, вот вы переживали, как будто это все в одиночку, вот все в себе. Особо не делились, особо даже не афишировали, что у вас происходит внутри, в душе, да, вот какими-то своими мыслями, вот переживаниями, раздумьями и так далее. Почему вы не хотели делиться? Давайте-ка спросим. Вот смотрите, несмотря на то, что у вас есть с кем поделиться, у вас есть люди, так скажем, любимые и любящие, да, вот это могут быть близкие друзья, да, которые вот любят вас по-дружески. Это есть семья, у кого-то это родители, там братья, сестры, родственники и так далее. То есть у вас есть люди, которые всегда подставят вам плечо, но вы особо не хотели даже с ними афишировать, вот как-то не хотели с ними даже делиться, потому что вот привыкли вы как сильный человек, а вы довольно сильный мужчина и выносливый по жизни, вы привыкли как-то вот сами решать свои проблемы. Причем вот вы такой человек, который любит поразмыслить, вообще поразмыслить над тем, что происходит, либо же происходило в вашей жизни. Вы человек, который... Знаете, вот вы не можете так перевернуть свою страницу и все, захлопнуть, как, знаете, вот, реально, это закрытая книга, все, вот разошелся, разлюбил, все, больше для меня нет. Вот вы не можете так отрезать, потому что вы живете чувствами, вы живете душой. Для вас это любовь, которая была в вашей жизни, но это была ваша вселенная, это было для вас всем. И теперь просто так взять и закрыть это все забросить, да, и забыть в одночасье, но у вас это не получится. Я вам скажу, что в вашей жизни начнут происходить перемены, у кого-то они уже начали, да, поскольку общий расклад, естественно, переворачиваем все под себя, да, и это зависит, конечно же, от того, как давно вы разошлись или расстались. Будет период, я сейчас говорю о тех, кто сейчас находится в таких вот энергиях, когда вам плохо, когда ничего не хочется, когда вы чувствуете себя, просто до мозга кости одиноким. Придет момент, когда... Вот как будто в одночасье вы вот проснетесь, да, я немножко утрирую, может быть, но это наступит очень резко, очень неожиданно. Как будто вы проснетесь в один прекрасный день, и вы поймете, а сколько можно страдать, да, а за кем я страдаю, а что это поменяет. Вот как будто такое, знаете, вот просветление своего рода будет. У некоторых из вас этот момент уже был. Напишите, поделитесь в комментариях, как у вас происходило. Было ли у вас таким вот, своего рода щелчком, что ли, да, вот озарение, что хватит.
напереживался, нанервничался, назад дороги нет, больше ничего не хочу, двигаюсь дальше. Поэтому, ребята, кто сейчас в таких энергиях, у вас будет очень такой резкий, да, вот резкий переворот в вашей жизни. Вот как у вас было переворот, ну, как я говорила в начале, да, резкий переворот был в худшую сторону, точно так придет момент, ваша жизнь, ну, как будто в одночасье поменяется, но снова в лучшую сторону, да, вы как будто начнете оживать, вы поймете, что бессмысленно переживать, вы поймете, что нужно двигаться дальше. Поэтому можете особо не зацикливаться на этой даме, вы очень скоро поймете, что ну, там не за кем абсолютно рвать волосы на голове, не спать ночами. Причем вы поймете и почувствуете, что ваше здоровье и, ну, я думаю, там сердце, нервная система однозначно, ну, начали так пошаливать. Начались проблемы вот именно либо же с нервной системой, либо сердечно-сосудистая система, вот давление вот такого плана, сердечко побаливать начало. Будет своего рода такое вот у вас озарение, да. Итак, что еще в вашей жизни? Давайте быстренько посмотрим, что же вы за человек. Ну да, мне посмотрите, мне постоянно вот говорят карты, что вы как будто то ли сейчас, то ли был период, что вы закрывались. Вы вообще человек в каком-то смысле закрытый. Я не могу сказать, что вы такой вот, да, душа нараспашку, вы вот все всем расскажете, раздадите. Нет, вот вы все держите в себе, еще раз говорю. Вы человек довольно щедрый. Я вам скажу, что вы щедры не только вот финансово, да, вы всегда поможете, вы всегда протянете руку помощи, но вы будете помогать, причем отныне так будет. Вот вы будете помогать только тем, кто по-хорошему к вам относится. Вот наученный именно горьким опытом, вы сделали такую, ну, своего рода, что ли, работу над ошибками, и вы будете теперь ну, довольно взаимным человеком. Раньше все было по-другому. Вот раньше вы были, еще раз говорю, другой. Теперь вот вы будете смотреть на отношения людей к вам. И это касается не только женщин. Это касается вообще людей и по работе, и вообще там друзья, кто угодно. Вы будете отдавать чуть ли не последнюю копейку и последнюю рубашку, но только тем, кто к вам относится по-хорошему, честно, да, кто точно так же может вам руку помощи протянуть. Вы не будете, как раньше, распыляться направо и налево, такой вот, ну, всем просто готов весь мир обогреть, всем помочь. Ну, вы понимаете, что это наказуемо, и вашим добром просто начали пользоваться. Это осмысление к вам пришло только вот спустя время, и то... ну, вам помогло в этом, чтобы переосмыслить, да, вашу жизнь, вот именно ваш разрыв, развод, да, вот толчок был такой. До этого все абсолютно было иначе. Ну, по поводу женщин, здесь пока я не вижу серьезных отношений, я не вижу какой-то особой увлеченности конкретной женщиной. Да, здесь могут, как, ну, поскольку общий расклад, здесь могут проигрываться легкие отношения, здесь могут быть переписки, знакомства, флирт, да, вот это могут быть завязывание каких-то новых отношений, но опять же, пока это без чувств, пока это на уровне, ну так, небольшой симпатии, наверное. Пока я не вижу, чтобы ваше сердечко ёкнуло. Вот оно не ёкнет до тех пор, пока вы окончательно не захлопнете свою прежнюю страницу. Вот знаете, многие из вас могут сказать, допустим, что уже много времени прошло, как вы разошлись, да, вот, да я ее забыл и все в таком роде. То я вам могу сказать, ребятушки, знаете, довольно часто мы занимаемся самообманом. Довольно часто нам кажется, что да, я забыл, уже все улеглось. На самом деле нет. И как раз вот причина, почему вы и не спешите вступать в новые отношения, и почему вы, ну, никак не можете влюбиться, особенно это те, кто давно разошелся. Здесь одна из причин может быть как раз то, что вы, ну, еще как-то не выбросили бывшую, хотя
знаете, это могут быть уже какие-то осколки такие любви, да, это уже даже не та любовь, которая была когда-то. Это реально уже какие-то остатки. Но вот эти остатки любви, они вам не дают покоя. Напишите в комментариях, у кого есть такой момент и что вы думаете по этому поводу. Мне очень интересно читать всегда ваши комментарии. Деньги, я вам скажу, у вас есть. У вас когда-то, ну, опять же, у каждого по-своему проиграется. Был такой, может быть, не очень такой большой период, когда были какие-то финансовые проблемы. У кого-то это была, допустим, длительная задержка зарплаты, либо же не выплачивали несколько месяцев, да, такой кризис был своего рода. У кого-то могло проиграться, что был период, что, допустим, вам сократили зарплату, либо же перевели на должность, на которой меньше платят. Но так, чтобы у вас были, ну, такие совсем уж трэш по деньгам, такие моменты у вас я не вижу. Тем более, что вы человек довольно экономный. Вот знаете, вы с одной стороны вроде бы и щедрый, с другой стороны вы экономный. Вы очень рационально и правильно по жизни стараетесь использовать деньги. Вы не будете тратить деньги на разную чепуху, вы не будете там направо-налево. Вот даже я вам скажу, что даже своих детей вы приучаете, да, вот у кого есть дети, вы приучаете к правильному использованию денег. Вот именно с детства, особенно у кого дети, ну так, небольшого возраста, там, ну до подросткового, скажем так. Вы учите, как правильно распоряжаться тем же бюджетом, деньгами, да, пусть это будет на каком-то детском уровне, но вы все равно приучаете не транжирить деньги, потому что, ну, деньги это, конечно, хорошо, но в то же время деньги довольно непросто зарабатывать. Поэтому вот такая сигнификация у нас, ребят, сегодня была. С кем-то резонирует, с кем-то не очень, поскольку общий расклад. Давайте-ка теперь ближе к нашему вопросу. Кто же появится в вашей жизни? Новая или бывшая, да? Итак, все встрепенулись. Какая там бывшая, да? Какая же женщина появится? Давайте-ка смотреть. Но эта женщина абсолютно новая для вас. Я могу вас обрадовать. Она ориентирована на любовь. Вот она ориентирована именно, знаете, на настоящую, на чувственную любовь. Не на романчики, не на какие-то, тем более, одноразовые отношения. Вот в этом вы с ней одинаковы. Вот вы два таких вот чувственных человека. У вас знакомство будет довольно неожиданно и какое-то такое, знаете, вот спонтанное. Вы в тот момент даже как-то не будете рассчитывать, что вот я сейчас буду знакомиться, да, вот как-то то ли у вас были какие-то, ну, в этот момент совсем другие размышления, да, может быть, какие-то дела нужно было порешать, либо же работой была занята голова. Ну, то есть как-то это неожиданно все завяжется, все настолько будет спонтанно, да. Ну, к примеру, да, чтобы вам было понятно, я сейчас буду утрировать, конечно, но вы, чтобы просто под себя это все переворачивали, и чтобы вы поняли, о чем я говорю. Ну, допустим, вы вышли там в магазин за хлебушком, да, ну, такой самый банальный пример я привожу. Стоите в очереди, за вами стоит женщина, и там как-то слово за слово, ну, может быть, вы там на ногу случайно наступили, извинились, и тут завязался разговор. Либо же просто вот стоите где-то там, да, в той же очереди, о погоде начали с кем-то разговаривать, ну и понеслась жара. То есть это абсолютно такое неожиданное знакомство будет, но женщина вот как-то с первого вашего такого, ну, даже это не общение, с первой минуты даже я, наверное, назову это. Вот с первой минуты она вам покажется, ну, настолько какая-то вот теплая, комфортная в общении. Это очень важно, поскольку, вот знаете, бывают такие моменты, когда, ну, начинаешь общаться с кем-то, и неважно, по работе, не по работе. Вот первый раз общаешься с любым человеком, и ты понимаешь, что, ну, тебе настолько комфортно, как будто ты 100 лет знаешь, это настолько твой человек, да, тебе хочется дружить, тебе хочется с ним, допустим, отношений. Ну, настолько вот вы, вроде бы вы 5 минут общаетесь, но это просто суперские отношения.
Напишите, у кого были такие ощущения. Это довольно часто, вот даже, ну вот реально по работе встречается. Почему-то вот один человек, с которым мы общаемся первый раз, вроде бы он ничего плохого нам не сделал, да, а мы понимаем, что какой-то дискомфорт, мы не хотим долго общаться, хочется, чтобы поскорее человек ушел, да, вот что-то не то, вот энергетически, может быть, не подходит. Но с этой женщиной, ну настолько вот именно тепло такое вот вы почувствуете. У нее может быть даже, ну то ли голос такой нежный, да, вот он почему-то у меня ассоциируется вот с материнским таким, да, вот нежный голос такой, тон такой, знаете, мягкий. Это какой-то вот, знаете, такой оттенок заботы даже вот в разговоре. Вот знаете, это женщина, которая, она настолько вот заботливая, настолько добрячка такая. Вы это почувствуете уже с первой встречи. Я вам скажу, что некоторых из вас реально может пронзить стрела Амура уже вот именно с первой этой минуты, да, вот в очереди, не в очереди, неважно, где вы познакомитесь, потому что общий расклад. Вот эта стрела Амура, она просто вас сразит наповал. Вы обменяетесь, конечно же, телефонами. Вы будете больше активничать, вы будете направлять эти отношения. Ну, как бы возьмете бразды правления в свои руки, это однозначно. Поначалу эта женщина, я не могу сказать, что она будет вам, ну, все-все, прям всю свою душу изворачивать. У нее будут такие некоторые моменты, которые она сразу не расскажет. Давайте уточним, о чем же она вам сразу не расскажет. Смотрите, может проиграться, что она может сразу не сказать, допустим, о ребенке, что у нее есть ребенок. Она сразу не будет вот в вашем общении акцентировать внимание на том, что вот ей хотелось бы семью. Вот как-то она в этом плане будет очень робкой, да, очень такой ненавязчивой в отношениях. Да, вам будет хорошо, вам будет с ней комфортно. У нее точно такие же будут вот всплески эмоций, тяга к вам, да, вот влюбленность. Но она вам ни словом, ни духом поначалу, она вам не даст никаких знаков таких, ну, чисто женских, что вот я хочу замуж, там, да, вот она очень осторожна. Знаете, такое ощущение, что она просто будет бояться спугнуть счастье. Вот то такое маленькое счастье, которое вы оба почувствуете, вот это тепло, такое притяжение, эту стрелу Амура, которая между вами вспыхнет, она побоится точно так же испугать. Поэтому это будут, знаете, такие отношения именно чувственные, отношения красивые. Здесь у меня прям мурашки побежали. Настолько вот такая теплая энергетика идет, настолько это будут отношения полны каких-то и романтических поступков. Это будут отношения, когда, знаете, вот как в молодости. Хочется мчаться на свидание, когда ты с нетерпением ждешь, когда же он или она позвонит, да, когда напишут какой-то смайлик чепуховый, да, это сердечко, эту улыбочку. Но ты ждешь, да, вот как влюбленный мальчишка, потому что стрела Амура, она как раз так и работает. Поэтому, ребят, кто приуныл, я знаю, что многие среди вас приуныли, я это вижу и по комментариям, да, я читаю прекрасно это все. В вашей жизни появится женщина, которая реально станет вот той самой вашей спасительницей, вашей таблеткой от одиночества, причем это будут настолько вот красивые, теплые отношения, что, ну, реально хочется почему-то сказать, не в сказке сказать, не пером описать. Довольно редко попадаются сейчас, да, что мужчинам, что женщинам. Ну вот почему-то, к сожалению, мир перевернулся. Довольно тяжело найти вот именно хорошего человека по душе, пару. Вы это прекрасно знаете. Для постели, пожалуйста, расплюнуть. А вот именно для души, для семьи, да, вот человек, с которым, ну, ты мог бы любить и быть любимым. То, чего все мы так хотим, да. Это очень сложно, поэтому я бы вам просто посоветовала на будущее, когда вы увидите, да, когда вы встретите женщину, с которой вот так же вам будет хорошо, тепло, комфортно, да, которая
будет показывать свое отношение как раз поступками, не только словами, а именно той же заботой, вниманием, нежностью. Вы это прекрасно все почувствуете. То мой вам совет. Ну, постарайтесь не потерять такую женщину, потому что, ну, это реально большая редкость. Скоро таких вот женщин, настоящих, женщин с большой буквы, ну, наверное, придется записывать в Красную книгу, как редкий исчезающий вид. Поэтому я вам всем желаю поскорее встретить ту единственную, неповторимую, с которой вы будете летать на крыльях любви, с которой вы будете безумно счастливы, конечно же, безумной такой взаимной, той самой любви и страсти, да. Вот такой сегодня был расклад, до мурашек прям. Очень теплый, очень классный такой. Дай Бог, чтобы это все сбылось у вас. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!